Очень тревожные новости. Эмбарго на нефть. Вот так. Минус 10 миллиардов долларов в год. Слушайте, ну что за бред? Это он! Ага, маркетинг. Точно он! Были акции, да? Стали просто бумажками. Это база. Сейчас будет идти расплата за это. Никуда не спрячешься. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Сегодня новостей будет немного, но все они определят тенденции, как мы будем жить в ближайшее время. Поэтому отправьте этот выпуск своим родным, близким, ну кому добра желаете, а начинаем, как обычно, с хороших новостей. Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 июня. Зоопарк открыт с 7:30 утра, поэтому вместо утренней пробежки вы можете начать с зоопарка, и до 10 часов вечера вы можете там гулять. Особо активны сейчас приматы, можно увидеть также панд. Вообще, мне кажется, мы так рекламируем московский зоопарк, что нам, всем подписчикам канала Игоря Рыбакова, положены пожизненные бесплатные билеты. Как вы считаете? Напишите. Если будет много отзывов, я напишу специальное коллективное письмо в зоопарк, и нам выделят какие-то бонусы и скидки. Новый пакет санкций, о котором давно говорили, это уже 6-й пакет, введен. Он предполагает частичное эмбарго на российскую нефть и отключение Сбербанка от SWIFT. Короче, в ночь на вторник лидеры стран Евросоюза собрались и согласовали новый пакет санкций, который предусматривает вот это самое вот эмбарго на нефть. Пока только нефть, которая идет танкерами, там, кораблями, да, трубопроводной нефти не касается, да, вот, но это достаточно много нефти, то есть примерно 75% нефти, которая идет в Европу, теперь окажется под запретом. Пока ЕС решил оставить возможность поставок по нефтепроводу «Дружба», вот, из-за того, что Венгрия там не согласовывала эмбарго и так далее. Вот. Но Bloomberg уже посчитал, что запрет поставок по морю — это минус 10 миллиардов долларов в год. А если все-таки нефтепровод «Дружба» будет остановлен, то еще 12 миллиардов, итого 22 миллиарда. В общем, ребята стараются, в общем-то, снизить доходы российского бюджета, и видите, у них пока что получается. Нефть тем временем обновила рекорды ближайших лет и стала $124 за баррель стоить. Некоторые аналитики говорят, что нефть скоро будет и 150, может быть и 200 стоит, а некоторые аналитики сказали следующее, что в общем-то России очень выгодно поставлять на 30, 40, 50, может быть, процентов нефти меньше на рынок, сохранить, так сказать, запасы, природные запасы, да, но продавать эту нефть в 2 раза дороже. В принципе, доходы бюджета, в общем-то, сохраняются или даже растут, а нефть для будущих поколений остается. В общем, эти размышления достаточно спорные, потому что, на рынок могут выйти другие игроки, потому что при большой цене на нефть, повышается экономическая целесообразность разработки новых нефтяных месторождений в других местах, где раньше ее не добывали и так далее. Но это в долгосрочном периоде. А в краткосрочном, действительно, правы аналитики, лучше продавать меньше, но дороже. Я наконец-таки надеюсь, что все эти вещи приведут к тому, что в долгосрочном плане Россия наконец поймет, что нужно строить нефтехимические заводы и перерабатывать нефть в полимеры и в какие-то полезные няшки, штучки, которые можно отправлять куда угодно, хоть в Бразилию, кораблями, да? Поэтому, хватит уже трубопроводный там и танкерный флот развивать, чтобы нефть куда-то отправлять. Но на самом деле понятно же, что нефть не является уникальным товаром, она много где есть, и точка. Это как песок кварцевый. Представляете страну, которая бы копала бы залежи кварцевого песка и отправляла куда-то. В Сахаре полно песка. И были времена, когда кто-то строил какие-то насыпи, там отсыпал, может быть, морской шельф, чтобы строить себе эти какие-то острова, и закупали много песка. Потом взяли и нашли у себя песок, стали копать, и все, Сахаре и все. Поэтому эта опора на нефтеносную, так сказать, страну, конечно, это ненадежно. Поэтому очень здорово, что нефть есть, и давайте используем то, пока эта нефть есть, и пока за нее можно получить хоть какие-то гроши, используем это время для того, чтобы возвести нашу индустрию. И индустрия нужна России как никогда. И я надеюсь, в этот кризис все это поймут окончательно. С газом тоже все непросто. Россия только что прекратила поставки газа в Нидерланды.
корпорация «Газпром» сообщила о полном прекращении поставок голландскому трейдеру «Газтера» после его отказа платить в рублях. Вот. Так что, вот по сведениям Интерфакса, например, в 2020 году потребление газа в Нидерландах составляло 36 миллиардов кубов. Это достаточно серьезно. Из них из России поставлялось 11 миллиардов. В общем, многие страны отказались платить рублями, «Газпром» методично отключает им поставку газа. Смотрите, ЕС уже сообщил, что в 7-м пакете санкций, который уже готовится, ну вы понимаете, да, не будет обсуждаться эмбарго на поставки газа. Слишком сильно Европа зависит от трубопроводного газа из России, и не может Европа, старушка, так быстро построить вот эти газовые терминалы. На самом деле Соединенные Штаты системно и методично реализуют так называемую газификацию Европы с помощью сжиженного газа. Ну, в общем, ставка американцев очень простая. Вокруг Европы, во всех портах европейцы за свои бабки, естественно, строят газовые терминалы, которые сжиженный газ превращают в газ, который идет по всей Европе по трубам, замещая российский газ. Вот. При этом зарабатывают американцы, а не российский бюджет. В общем-то, ставка американцев понятна, и в принципе она срабатывает, по всей видимости. Но потребуется какое-то время, несколько лет, может быть, да, для того, чтобы вот заместить российский газ на американский или там с Ближнего Востока и так далее. Вот голландцы уже заявили, в связи с отключением поставок газа из России, они говорят, для компенсации выпадающих поставок нидерландская газотранспортная компания экстренно строит в провинции Грогинген терминал по переработке сжиженного газа. 2 плавучие установки позволят принимать до 8 миллиардов кубов газа в год. Ну, 8 миллиардов — это, в общем-то, практически полное замещение 10 миллиардов, которые поставлял «Газпром». Вот так. В любом случае, я вам так скажу, ставка на то, что Россия будет добывать нефть и продавать в мире, добывать газ и продавать в мире, она, видимо, такая, знаете, это, ну, как бы тревожная, я бы так сказал. Все-таки газ тоже следует перерабатывать на газохимических заводах в какие-то полимеры. Я напомню вам, что газ — это сырье для минеральных удобрений, для огромного количества химических соединений и компонентов, да? Этилены, бутилены, всякие полимеры и так далее. Нефть тоже. Это широченный набор всякой там нефтехимии. И на самом деле Россия за 30 лет, ну, могла бы построить значимое количество нефтехимических заводов, но вот предпочла самый простой путь — добывать нефть, газ и отправлять его танкерами и газопроводами и так далее. Сейчас будет идти расплата за это. Тяжелейшая. Я не знаю, потребуется, скорее всего, несколько десятков лет, подчеркиваю, десятков лет, чтобы возвести значимое количество нефтехимических или газохимических заводов. Но это придется сделать. Без этого Россия обречена на вот эти вот энергетические качели. То давай газ, то не надо газ. И вот что мы будем делать в промежутке? Сосать у шарика, что ли? Поэтому еще раз предупреждаю, мы не хотим сосать у шарика, а потому нам придется возвести газохимические и нефтехимические заводы. И чем раньше мы начнем это делать, тем лучше. Я надеюсь, «Газпром» уже начал. Очень тревожные новости, да? Я повторяю, да? Слушайте внимательно и берите на заметку. Пользовательница Мета рассказала о виртуальном изнасиловании. Вот так вот. Как сообщила женщина, она находилась в виртуальном мире через VR-шлем. Ну, понятно, да? Вот одела VR-шлем и зашла в виртуальное пространство. И тут, да, вдруг ей предложили отключить. Там специально есть такая фича, чтобы никто не приближался. Она отключает эту фичу, к ней подходят 2 мужика в виртуальном пространстве и насилуют ее. Женщина утверждает, что слышала непристойные комментарии о ней, да, от 2 аватаров мужского пола. А позже один из них отвел ее в отдельную комнату на вечеринке, где изнасиловал. Никуда не спрячешься, да? Хочется залезть в ракушку, да, спрятаться, чтобы там никто не это самое. А эта ракушка оказывается виртуальным шлемом, и там, наоборот, тебя вот это изнасилует. В общем, я не знаю, мир так устроен, смотрите, когда нас приглашают куда-то пройти, чтобы спрятаться, нас точно там поимеют. Да, появились сообщения, что вот в этом виртуальном мире стартанула и резко развивается, фронтально вот такой рост, да, порноиндустрии. Вы представляете, что там вообще будет? Да там не просто тебя изнасилуют, а там тебя будут в оргии включать, да, тобой будут пользоваться как сексуальной рабыней. Поэтому давайте, приходите в виртуальный мир, одевайте шлемы, да, одевайте себе, одевайте. Вот. Но я вам так скажу, есть в этом что-то все-таки хорошего в этой новости. Знаете что? Смотрите, в реальном-то мире, да, у нас вообще нет возможности включить фичу, значит,
не приближаться на 1,5 метра. А в виртуальном есть. Да, ты включил фичу вот эту, и как Wii, знаете, там круг вокруг тебя, и все пытаются приблизиться, пытаются тебя изнасиловать, а они вот как будто в стеклянный купол ударяются и отлетают, да, вот прикольно гуляешь. А вот в реальном-то мире нет такой фичи. Пришли предварительные данные о переписи населения России. За 11 лет население России увеличилось на 2 миллиона человек, до 147,2 миллионов человек. Вот. Это за счет, конечно, миграции. Естественная убыль населения продолжается. Вот что интересно. В страну въехали для постоянного проживания 5,4 миллиона человек, уехали свыше 3 миллионов человек. При этом приезжают в основном люди из Украины, Казахстана, Таджикистана, уезжают сами знаете куда. Вот смотрите, вообще вот убыль или там рост населения, хорошо это или плохо? Я часто размышляю на этот момент, но вот сегодня есть повод еще раз поразмышлять. Конечно же, когда население растет, да, экономическая база растет, количество обменов, количество раз, когда покупаются товары, изделия и так далее, то есть в принципе растет рынки. Вы знаете, на скудных рынках невозможно построить производство. Ну, ты построил производство, у него есть минимальный объем, на котором оно экономически целесообразно вот создать это производство, а рынков рядом нет. Поэтому ты не можешь построить экономически эффективное производство, тебе надо строить какую-то живопырку, да? Стоимость растет, качество изделий падает и так далее. Поэтому, в принципе, России очень нужно, ну, какой-то большой рынок, нужно много населения. И 140 миллионов, там, 147 миллионов, этого явно недостаточно для того, чтобы создать самодостаточную экономику. Нужно порядка 350 миллионов. Поэтому Советский Союз, который объединял несколько республик, вот, он, конечно, был таким самодостаточным более-менее рынком. 147 миллионов — это недостаточно для того, чтобы создать автономный рынок. Поэтому Россия обречена на то, чтобы поддерживать широкие связи с другими странами. Китай, Латинская Америка, ну, со всем миром. Второе. Традиционные миграционные потоки из России такие, что из России уезжают там, в Америку, там, куда, в Австралию, в Израиль, там, в Германию, да, высокообразованные, интеллектуально продвинутые люди, а прибывают на стройки, какие-то низкоквалифицированные профессии и так далее. Поэтому идет размытие доли высокообразованных и интеллектуальных людей, тех людей, которые могут создавать продукты со сложной, высокодобавленной стоимостью и так далее. Вот. И это второй фактор, который, в общем-то, тревожный. И есть третий фактор — естественная убыль населения. Она продолжается, более того, она ускоряется. О чем это говорит? Россия так и не решила вопрос, так по большему счету, с медициной. Не решила. То есть если в городах-миллионниках, в Москве, там, Питере, ну, с медициной дело обстоит сильно лучше, даже хорошо, многие это отмечают, то в регионах, ну вот нет. Поэтому, смотрите, конечно же, это вот вызов перед Россией, да, стоит, это остановить естественную убыль населения, потому что естественная убыль — это база. Представляете, если у тебя 140 миллионов, а естественная убыль растет, это какие должны быть миграционные потоки, чтобы покрыть эту убыль? Ну а в конце концов каждый человек, который, ну, умирает, это человек. И потому, отмечу, очень важно заниматься медициной. Необходимо наконец-таки уже начать производить медицинские аппараты. Ну что такое? Томографы у нас все импортные. Ну почему мы кормим кого-то там, что томограф не можем произвести и так далее? Вот. Следует производить свои аппараты, воссоздавать свою медицинскую индустрию. Ну да, признали, что у нас аппараты были плохие в Советском Союзе, ну хорошо, но сейчас-то образцы есть. Ну, через обратный инжиниринг разобрали их, посмотрели, что там сделали, скопировали и так далее, сделали томографы. Вы что думаете, китайцы томографы закупают на Западе, что ли? Китайцы покупают один томограф на Западе, ну хорошо, 2, разбирают, потом смотришь, китайское поколение томографов. 1, 2, 3, все, проходит 10 лет, 20, все томографы уже китайские. В общем, китайцы про все делают таким образом. Почему мы не делаем? Теперь будем делать. Поэтому первый пункт — это воссоздавать свою медицинскую промышленность, индустрию и лучше заниматься здравоохранением. И второе, следует больше привлекать в страну образованных людей или привлекать иностранных студентов, которых образовывать и оставлять здесь, в стране, чтобы они привозили сюда семьи и так далее. В общем-то, эта политика в Советском Союзе в свое время очень успешно
делалось. И куда ни поедешь там, в огромном мире, везде встретишь людей, которые когда-то учились в Советском Союзе. Это был правильный подход, это был здравый подход. Да? Таким образом в России, ну, с одной стороны, кто-то оседал в России, да, а кто-то учился в России и потом, собственно, создавал вот эти вот торговые связи со всеми странами мира. Да, все эти вещи долгосрочные, то есть много времени ждать, много трудиться и так далее. А кто хочет прямо сейчас улучшить свой доход, да, прямо сейчас, не отходя от кассы, то переходи по ссылке, проходи на мой курс «Предприми себя». Я гарантирую, что после него ты посмотришь на свою жизнь заново. Ты посмотришь заново и сможешь использовать свое тело, ум и сердце по-другому, так, чтобы у тебя было лучшее настроение, кошелек наполнялся деньгами, и чтобы ты не сидел в том месте, где тебе не нравится, что с тобой происходит, в твоей жизни начнут проходить реальные изменения. Проходи по ссылке, и я жду тебя на моем курсе «Предприми себя». Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями. Краткая предыстория вопроса. Раньше в Советском Союзе, ну какие иностранные ценные бумаги? А сейчас в России, да, стало модным покупать иностранные бумажки через брокеров, через американских брокеров, через российских брокеров. И многие люди, надо сказать, накупили. Я тоже накупил. И вот сегодня первым делом, когда я видел эту новость, я захожу в свой личный кабинет и вижу, некоторые бумажки у меня, вот эти вот бумажки, да, стали вот этими просто бумажками. Были акции, да, стали просто бумажками, да, все, они заблокированы. Кратко, не вдаваясь в подробности, я скажу следующее. Да. Нас подсадили на веру, на слепую веру в то, что если ты за свои кровные купил какие-то вот бумажки, то ты сможешь эти бумажки когда-то обналичить в деньги. Ну, вы знаете, в 90-е были бумажки пирамиды МММ, там, Русский дом Селлинга, там, да. Недавно вот была эта пирамида финансовая Финика. Да. То есть мы постоянно верим, что можно свои кровные размещать в какие-то бумажки, а курсовая стоимость этих бумажек будет расти. Вот сейчас в мире происходит явление экстраординарное, когда вот оказывается, что ты можешь прийти в свой личный кабинет, где у тебя числились эти бумажки, и увидеть, что там будет написано cancel, отменено. Такие времена, как сказал бы Познер. Друзья, а сейчас будет наша любимая с вами новость. Вы написали мне тысячи комментариев о том, что больше не надо про Макдак, Макбургер не надо, только про пирожок, не надо про Макдак. Так вот, Макдональдс сообщает, что они подали заявку в Роспатент на регистрацию 3 новых брендов. И знаете какие? Ну, догадываетесь, да? Бренд — это он. Они ничего не могли другого придумать. Это он. Он. Кто он? Ну вот, это он. Или точно он. И компас. Слушайте, ну что за бред? Он, точно он, компас. Причем, ага, маркетинг. Просто они рассчитывают, что мы будем обсуждать. И мы будем обсуждать. Мы будем их так полоскать, чтобы все те, кто решит продолжить, да, набивание своего желудка вот этими вот поролоновыми булками, да, из Биг Мака, из бывшего Биг Мака, я не знаю, как он будет называться, точно он, компас и так далее, чтобы они знали, чтобы им поплохело, когда они откусывают первый кус, чтобы им поплохело. Поролон у вас в желудке, понимаете, да? Это точно он, поролон. Ну что, подняли настроение себе, улыбнулись? Я тоже. И у меня теперь для вас есть точно приятная новость. Уже в эту субботу, 4 июня, стартует шоу «Поток». В нем 5 героев выполняют мои упражнения, задания от моих учеников, мастеров из 10 академий, и мы вместе с вами смотрим на прогресс этих ребят. Для вас это уникальная возможность, наблюдая за участниками шоу «Поток», научиться и подметить что-то такое важное, что принесет благосостояние, хорошее настроение, ну то, чего вы давно хотели, но у вас не получалось. Обязательно смотри это шоу, спойлерить не буду, но там происходят удивительные вещи. Встретимся на шоу «Поток». Ну и, конечно же, давайте размножать хорошее, и тогда плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не
загореться заживо в этом аду.